Всем привет! Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной вот такую вот пандочку. Ростом игрушечка получается 11 сантиметров. Можно использовать как брелочек. Такая маленькая ладошечная. Что мне для этого понадобилось? Пряжа Yarnard Jeans, как всегда. 55% хлопок, 45% полиакрил. В 50 граммах 160 метров. Белый цвет это 62, черный номер 53 и вот такой вот бордовый номер 66. Все номера я оставлю под видео. Также ниточки ирис для пятнышек, вот этих вот. Крючки. Основное вязание я вязала крючком 2 миллиметра и пятнышки вязала крючком 1,75. Только пятнышки, остальное все вязала крючком 2 миллиметра. Глазки использовала на безопасном креплении 7 миллиметров. Можно 6, можно 8, там уже кто как увидит, кому как понравится больше. Пуговка декоративная для шарфика. Такая подвесочка для брелка. У меня многие, когда я вязала вот этих тимошек, бычков, маленьких тимошек, брелки, мне много задавали вопросов, где я покупаю вот такое приспособление. Я вот просто беру в рукодельном магазине отдельно вот такие вот запчасти, вот колечки, карабинчики, вот такие вот. Это все отдельно продается, зажимчики вот такие и шнур такой вот, просто он метражом продается. Все это соединяю и получается вот это вот устройство. Так, что еще? Наполнитель холофайбер, ну как всегда иголочка и ножнички. Вяжется эта игрушечка одной деталью полностью. Тут нет ничего пришивного. Ручки ввязываются, голова вяжется вместе с туловищем, а единственное пришивается, да, это вот мордочки, ну вот то, что на голове. А так вот ручки ввязаны, голова вяжется вместе с туловищем, одной деталью. Ножки, туловище, голова. Вот такая игрушечка получается. Если кого-то заинтересовала такая панда, давайте приступим. Вязание начинаем с ручек, так как мы их будем ввязывать потом в ходе вязания в тело. Делаем кольцо амигуруми. Первую петельку закрепляем. В колечко провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Колечко затягиваем. На черной пряже очень плохо видно на видео, поэтому схему на описание вязания я оставлю под видео. Будет все расписано каждый ряд. Также буду проговаривать каждую петлю. Второй ряд. Провязываем без изменений 7 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Так же, как у нас было в первом ряду. Затягиваем посильнее колечко. Эту ниточку можно покороче обрезать. Смотрим, чтобы вязание у нас было на лицевой стороне. И далее так еще нужно провязать с 3 по 9 ряд. Также по 7 столбиков без накида. Получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще 7 рядов по 7 столбиков. Провязали 9 ряд 7 столбиков без накида. Теперь нам нужно соединить края.
вместе. Ручку я не наполняю наполнителем. Складываем пополам, продеваем первую сторону за обе стеночки петли, со второй стороны за обе стенки петли. Черная совсем плохо видно. И провязываем столбик без накида. Затем следующую петлю полностью продеваем насквозь. 2 и 3. Теперь закрепляем эту ниточку и обрезаем. Все, теперь нужно связать еще одну точно такую же ручку. Вяжем ножки. Делаем кольцо амигуруми. Затягиваем первую петельку и в кольцо провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Затягиваем колечко. Во втором ряду нужно сделать 5 прибавок, провязать в каждую петлю по 2 столбика без накида. Провязываем в первую петлю 2 столбика, 1, сюда же второй, во вторую петлю 2 столбика, 1, 2, в третью петлю 2 столбика, в четвертую 2 столбика и в пятую петлю 2 столбика без накида. У нас получилось 10 петель. Затягиваем. Ниточку можно отрезать. Все, вот получилось у нас 10 столбиков. Теперь с 3 по 7 ряд нужно провязать также по 10 столбиков без накида. Черным, еще раз говорю, очень плохо видно на камеру, но схема очень простая, тут ничего сложного нет. Описание также, напоминаю, еще раз будет под видео. Поэтому вяжем с 3 по 7 ряд, это 5 рядов. 3, 4, 5, 6 и 7 ряд провязываем по 10 столбиков по кругу. Провязали 7 ряд, 10 столбиков без накида. Вот такая деталька получилась. В следующую петлю на первой ножке мы делаем соединительный столбик. Ниточку закрепляем, вытягиваем и обрезаем. Это на первой ножке. Теперь вяжем еще одну точно такую же ножку, но на второй ножке ниточку не обрезаем, будем соединять их. Все, вот на второй ножке тоже также в 7 ряду провязали 10 столбиков и также делаем соединительный столбик на второй ножке тоже. Сделали соединительный столбик, провязываем 2 воздушные петли. 1, 2. Берем вторую ножку и в любом месте где-нибудь присоединяемся соединительной петлей к любой петельке. Делаем соединительный столбик. Так вот. Теперь ставим маркер начала ряда, обозначаем, кому как удобно, кто ниточкой, кто маркером, хоть чем. Главное, чтобы у нас было отмечено начало ряда. И начиная со следующей петли, не с вот этой, где мы соединительную сделали, а со следующей петли провязываем 10 столбиков по первой ножке. У нас же 10 было, также и провязываем 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
и 10. 10-й столбик у нас получается туда, где была соединительная. Теперь смотрим, чтобы вот эта цепочка была не перекручена. Вот так вот, чтобы не перекручена была ни в коем случае. И по этой цепочке по одной стороне провязываем также 2 столбика без накида. 2 воздушные петли было у нас, в каждую петлю по одному столбику. 1 и 2. Затем переходим на вторую ножку. Вязание начинаем не вот не туда, где соединительная петля была у нас, а в следующую петлю. И провязываем также по ножке 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Затем по второй стороне цепочки вот этой из 2 воздушных петель также провязываем по одному столбику в каждую петлю. 1 и 2. Все. У нас получилось в этом ряду 24 петли. Вяжем второй ряд туловища. В этом ряду нам нужно будет сделать 2 прибавки. Ставим маркер. Провязываем 4 столбика без накида ровно. 1, 2, 3, 4. В следующую петельку провязываем прибавку. 1 столбик, сюда же еще 1 столбик без накида. Сделали прибавку. Далее провязываем 12 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Затем в следующую петлю опять сделаем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. 1 столбик, сюда же 2 столбик. Далее до конца ряда у нас остается 6 петель. Провязываем по одному столбику в каждую петлю. 2, 3, 4, 5, 6. Все. В конце второго ряда у нас получилось 26 петель по кругу. Теперь третий ряд. Один ряд нам нужно провязать без изменений 26 столбиков без накида по кругу. Вяжем. Все, провязали третий ряд 26 столбиков без накида. Теперь мы будем менять цвет. Уже будет полегче вязать, чем черным. Провязываем еще 1 столбик без накида. И в следующую петлю соединительный столбик. Ниточку закрепляем одной воздушной петлей, вытягиваем и обрезаем. Вот так вот. Теперь нам эту деталь нужно немножко наполнить. Берем наполнитель любой и наполняем ножки. Я пользуюсь вот такой вот бамбуковой палочкой. Для удобства. Ровненько наполняем, чтобы ножки были одинаковые. Вот так вот. Теперь берем белую ниточку, делаем закрепительную петельку, так вот обхватываем ниточку
и провязываем в нее петлю, затягиваем. Вот такая петелька получается. Берем наши ножки, где вот мы делали сзади соединительную, закрепляли, и где-то посерединке начинаем вязать. Провязываем также без изменений по кругу 26 столбиков, как у нас и было. В каждую петлю по одному столбику без накида. Так вяжем до конца ряда, 26 столбиков. Доходим до конца ряда, и 26-ю, последнюю петельку, мы провязываем не до конца. Продеваем ниточку, столбик не завершаем, берем второй цвет и заканчиваем вязание этого столбика. Белую ниточку не обрезаем, оставляем. И далее провязываем также по кругу 26 столбиков уже вот этим цветом. В конце также последнюю петлю провязываем не до конца. Вот, довязываем до конца ряда. Также в последнюю петельку продеваем ниточку бордовую и уже заканчиваем вязание этого столбика 26 белой ниточкой. Вот эти ниточки нужно будет там связать, которая начальная, вот эта ниточка с белой, просто узелками связать. Все. И дальше этот ряд также вяжем 26 столбиков. Это у нас получается 4, 5, это 6 ряд. 6 ряд провязываем белой ниточкой 26 петель. Последнюю петельку не до конца. В конце 6 ряда также в последнюю петлю продеваем ниточку и заканчиваем уже другим цветом. 7 ряд вяжем уже вот этим цветом, также 26 петель. 7 ряд. В конце 7 ряда провязываем петельку и заканчиваем белым цветом. Следующий 8 ряд провязываем белым цветом, также 26 петель. Вяжем 8 ряд. В конце 8 ряда также меняем цвет. 9 ряд также провязываем 26 петель. Вяжем 9 ряд. В конце 9 ряда меняем ниточку. 10 ряд провязываем также 26 петель. В конце 10 ряда мы также меняем цвет. И уже в следующем ряду, в этом 11 ряду, мы будем ввязывать ручки. Как мы будем это делать? Вот смотрите, у каждого может быть оказаться начало ряда не обязательно в этом месте, там зависит еще от плотности вязания, да? Нужно с каждой стороны выделить по 3 петельки. Можно их отметить маркерами с этой стороны и с этой стороны 3 петли, в которые мы будем ввязывать ручки. Вот так сложите и для себя выделите. Вяжем 11 ряд. И да, кстати, еще в этом ряду, в 11 ряду мы сделаем 2 убавки, чтобы нам выйти на 24 петли. Начинаем с убавки. Провязываем за передние стенки петли скрытую убавочку. Берем первую полупетлю, захватываем, затем вторую полупетлю и провязываем столбик без накида. Сделали 1 убавочку. Дальше я провязываю, значит, до серединки 1, 2, 3, 4, 5 петель у меня получается. Берем ручку и вот так с изнаночной стороны продеваем за обе стеночки петли. Первую петлю, у нас же здесь мы заканчивали 3
столбиками, да? Берем первый столбик, захватываем, и следующую петлю на теле. Вот следующую непровязанную петельку захватываем и провязываем вместе с ручкой, так, столбик без накида. Затем следующую петлю захватываем на ручке и следующую петлю на теле. Вот так вот. Провязываем второй столбик без накида и третью петельку на ручке, следующую петлю на теле. Вот, одну ручку мы ввязали. Теперь вот до следующей ручки я посчитала, у меня получается 9 петель. И по серединке, вот здесь, нам тоже нужно сделать убавку. Одну убавку вот здесь мы сделали в начале ряда. И вот здесь еще примерно посередине одну петельку надо сделать. Поэтому я провязываю 4 столбика без накида ровно. 1, 2, 3, 4. Затем делаю убавку за передние стенки полупетель. Так. Провязываю столбик без накида. И еще 3 столбика ровно. 1, 2, 3. Затем беру вторую ручку и также точно ввязываю ее в тело. Захватываю первую петлю на ручке и следующую петельку на теле. 1, вторую петлю, 2 и третью петельку. Все, и до конца ряда довязываю просто столбики без накида. У меня остается еще 4 петли. 1, 2, 3. И последнюю четвертую также меняем цвет. Эту подтягиваем. Все. Вот так вот ручки мы ввязали. Теперь следующий 12 ряд мы будем делать 6 убавок, поэтому нам нужно наполнить тело наполнителем. Берем наполнитель. Наполняем. Вот так вот. Теперь вяжем 12 ряд белым цветом. Делаем 6 убавок. Провязываем 2 столбика ровно. 1, 2. Затем делаем убавку за передние стеночки петли. Захватываем первую полупетлю, вторую полупетлю и провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика ровно, затем убавку. Третий раз, 2 столбика и убавка. Всего у нас будет так 6 раз. В конце ряда у нас получится 18 петель. В конце этого ряда также меняем цвет ниточки, добавляем еще наполнителя и вяжем 13 ряд. Делаем также 6 убавок. Провязываем 1 столбик без накида, затем убавка за передние стеночки петли. И опять 1 столбик, убавка. Так нужно провязать 6 раз до конца ряда. В конце ряда у нас получится 12 петель. В
конце ряда еще раз меняем цвет нити. Теперь бордовой ниточкой мы уже вязать не будем. Нам нужно ее обрезать. Для этого мы ее сначала спрячем внутри вязания в следующем ряду и обрежем. Провязываем 14 ряд белой ниточкой по кругу 12 столбиков без изменений. Эту ниточку прокладываем поверх вязания. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно эту ниточку уже обрезать. И продолжаем вязать до конца ряда. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот так вот. Можно еще добавить наполнителя. И сейчас мы приступим к вязанию головы. Вяжем 15 ряд. Это у нас уже будет голова. Ставим маркер обозначения начала ряда, так как мы уже одним цветом будем вязать, чтобы не потерять нам. И провязываем 15 ряд. 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка. 2 столбика. 1 столбик, сюда же 2 столбик. И опять повторяем. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. Столбик, в следующую петлю прибавка. И в конце ряда у нас получится 18 петель. 16 ряд. Провязываем 1 столбик, в следующую петлю 2 столбик, в третью петлю прибавка. 2 столбика. И опять 1 столбик, в следующую петлю 2 столбик, в третью петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика, в следующую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. 17 ряд. Провязываем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. В четвертую петлю прибавка. И опять так. 1, 2, 3. А в четвертую петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика прибавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. 18 ряд. Провязываем 4 столбика ровно. 1, 2, 3, 4. В пятую петлю прибавка. 2 столбика без накида. Так вяжем до конца ряда. 4 столбика в пятую прибавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. Вот в конце 18 ряда у нас получилось 36 петель по кругу. Теперь нужно 6 рядов с 19 по 24 ряд провязать без изменений по 36 петель. Вяжем 6 рядов: 19, 20, 21, 22, 23 и 24 ряд по 36 столбиков по кругу. Так, все, провязали 24 ряда. Теперь на этом этапе, кто будет крепить глазки на безопасном креплении, нам нужно будет прикрепить глазки. Что я делаю? Я беру иголочки, обычные вот эти вот швейные, складываю пополам, вот так вот голову, отмечаю середину примерно, вот так вот смотрю. И глазки буду крепить между 21 и 22 рядами. Это сверху получается, нужно отсчитать 3 ряда. 1, 2, 3. И между 3 и 4 рядами будем крепить глазки.
Между глазками у меня 6 столбиков. Вот от середины я отсчитываю в эту сторону 3 столбика, в эту сторону 3 столбика и вставляю иголочки. Получается, между ними будет 6 столбиков. Теперь, чтобы легче было вставить глазки, я беру любую, можно взять вот такую, у меня апельсиновая палочка такая обычная для ногтей. Можно просто крючок большего размера взять и сделать отверстие. Вот так вот. Тогда глазки легче будет вставить. И также второй глазик. Просто расширить отверстие. Вот так вот. Так. Беру глазки. Так вот. И закрепляем. Все. Дальше будем делать убавки. 25 ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Затем делаем убавку за передние стеночки петли. Убавка. Так вяжем до конца ряда. 4 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. 26 ряд. Провязываем 1, 2, 3 столбика. Затем убавку делаем. Так вяжем до конца ряда. 3 столбика, убавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. В конце 26 ряда я добавляю наполнитель в голову, нижнюю часть, ну, до серединки. И вяжем 27 ряд. Провязываем 2 столбика. Убавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика, убавка. И в конце ряда у нас получится 18 петель. Добавляем еще наполнители и вяжем 28 ряд. Провязываем 1 столбик. Затем убавку. Убавка. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик, затем убавка, и в конце ряда у нас получится 12 петель. В конце ряда также наполняем, еще добавляем наполнитель и вяжем 29 ряд. В этом ряду будем делать только убавки. Нужно сделать 6 убавок подряд. Берем за передние стеночки и делаем убавки. Так. 1, сразу же вторую, 3 и так далее. 6 убавок. Провязали 6 убавок. Теперь ниточку обрезаем, вытаскиваем, продеваем иголочку. И нужно будет стянуть отверстие. 6 петель. Так как я буду делать брелок, я еще закреплю колечко для него. Так. Вот первая петелька. И берем только за передние полупетли.
Не за обе, а за верхние вот эти передние петельки. 1, 2, 3. Колечко оденем. 4, 5 и 6. Так вот. Все, и затягиваем. Затянули. Теперь в серединку продеваем иголочку и выводим ее где-нибудь сзади. Подтягиваем вот так вот, чтобы ровненько здесь все стало. Вот так вот. Можно еще куда-нибудь для закрепления вывести. Все. И ниточку обрезаем. Так вот. Теперь сделаем утяжку глазок, чтобы у нас мордочка приобрела такой приплюснутый немножечко вид. Я отрезаю 2 такие ниточки белого тоже джинса. Продеваю в иголочку. Не обязательно прям такую длинную, главное, чтобы хватало до глазика места. Теперь в тот ряд, где у нас шея прям, где начинается, вот после вот этих 12 столбиков, уже начинаются прибавки. Вот между вот этим рядом продеваю сбоку иголочку и вывожу сбоку глаза, посередине сбоку. Вот так вот. Так. Здесь оставляем кончик ниточки внизу. Затем с этой стороны глазика втыкаю и вывожу на 1 петельку влево. Вот так вот. Вытягиваю. Ниточка должна быть под глазом. Вот так вот поддеваем, чтобы ниточка прям утопилась под глаз. Чуть можно приподнять вот так глазик, видите, чтобы она туда прям до самой ножки утопилась. Так. И то же самое вторую. Теперь с этой стороны точно так же в шею берем, вводим, выводим сбоку глаза. Вот так. Теперь с этой стороны. Ножка мешает. Так. И выводим точно так же на 1 петельку. Только вправо теперь. Так. Ниточки примерно выравниваем. Также под глазик заводим ниточку. Так, чтобы она туда утопилась. Все. Вот у нас получается по 2 ниточки от каждого глаза. Берем, связываем на 1 пока узелок. Завязываем и подтягиваем. Сильно не надо, пока потом выровняем. Теперь берем вторую, точно так же завязываем на 1 узелок и подтягиваем. И смотрим, чтобы у нас они были одинаковые. Чтобы не было так, что один глаз больше утянут, а второй меньше. Вот так примерно. Смотрим, чтобы мордочка уже приобрела такой вид. Вот так вот. Ну, достаточно. Теперь еще на пару узелков завязываем, чтобы закрепить. Так.
все. И ниточки выводим где-нибудь со стороны головы сзади. И обрезаем. Теперь свяжем пятнышки для глаз. Я беру ниточки ирис, крючок 1,75 миллиметров. И вяжем. Кольцо амигуруми делаем. Закрепляем петельку. И в кольцо провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Затем делаем накид и в кольцо провязываем полустолбик с накидом. Накид, зацепляем петельку в кольцо, на крючке 3 петли, провязываем их все вместе одной петлей. Затем делаем накид и провязываем в кольцо столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. Затем опять накид и в кольцо полустолбик с накидом. Захватываем петлю, 3 петли на крючке. Все. И далее еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затем делаем в кольцо соединительный столбик. Колечко подтягиваем, чтобы края соединились. Главное, смотрите, чтобы не перекрутилось там ничего. Подтягиваем. Сильно не затягивайте, аккуратно, чтобы они просто края соединились. Вот так. Теперь ниточку обрезаем, оставляем кончик для пришивания. Вытягиваем эту нить. Вот. И вот такой формы пятнышко у нас должно получиться. Теперь нужно связать еще одно точно такое же пятнышко. Так, одно пятнышко я пришила, теперь второе. Значит, прикладываем вот так вот, где у нас был столбик с накидом, вот эти прибавки, мы сбоку глаза, с внешнего вот это вот, можно приколоть для удобства. Вот так вот. Прикладываем. И аккуратненько пришиваем. Просто захватываем кончик пятнышка и захватываем ниточку на голове. Так. И опять также захватываем пятнышко и голову. Так вот. Очень неудобно просто показывать на камеру все это. Сам смысл я показала. Захватываете вот так вот петельку и выводим в голове ниточку. И так по кругу полностью пришиваем. Вот эти прибавки, они должны сбоку глазика быть. Здесь. Начало вот здесь вот. И все, и до конца так прошиваем. Так, теперь вот на этом глазике я уже вышила белок. Теперь на этом также надо сделать. Берем где-нибудь в любом месте, сбоку можно. Вводим иголочку, выводим вверху глаза посередине. Внутри
там кольца, уже вот это пятнышко. Затем вот так вот сбоку и выводим вниз глазика вот здесь, а выводим в это же отверстие, в которое вводили иглу. Потихоньку подтягиваем, чтобы сбоку было, и можно чем-нибудь, иголочкой или чем-нибудь откорректировать, как оно будет правильно лежать. Вот так вот. Так, теперь с этой стороны завязываем ниточки и прячем внутри вязания, обрезаем. Вяжем мордочку, берем белый цвет, делаем кольцо амигуруми, закрепляем петельку. В кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. В первую петлю провязываем в одну петлю 3 столбика без накида. 1 столбик, сюда же 2 столбик, сюда же 3 столбик. Затем 2 столбика ровно, 1 в следующую петлю, 1 столбик, а в следующую опять 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем опять 1 столбик в следующую еще 1 столбик, и в следующую петлю провязываем соединительный столбик. Колечко подтянем, ниточку обрезаем, оставляем кончик для пришивания и вытягиваем ее. Вот эту из серединки, которую можно обрезать покороче. Вот так вот. Так, и пришьем мордочку. Прикладываем вот так вот в серединку и пришивать будем за задние стеночки петли. Захватываем. Так, сейчас посмотрим. Вот так вот. Одну петельку на голове. И за заднюю стеночку петли захватываем. Вот у нас же обе стенки вот петли, да? Вот они. Видите? А захватываем за дальнюю, за заднюю. Вот так вот. Только вот эту заднюю стенку. И опять одну петлю на голове захватываем и одну заднюю петельку на мордочке. И вот так вот пришиваем ее по кругу. Она немножко так будет как выпуклая, за счет того, что мы ее пришили за задние стеночки. Вот такой край будет небольшой. Теперь вышьем носик. Я беру ниточку ирис, где-нибудь посередине вот так вот носика нужно сделать несколько горизонтальных стежков таких.
так вот. Теперь вводим еще раз вот сюда и выводим внизу вот здесь посерединке где-нибудь. Так, можно поправить все. И вот здесь в серединку вводим. Еще раз сюда. Так. Ну все, можно куда-нибудь вывести. В сторону. Здесь все поправить ровно. Так. Все. Вот эту ниточку тоже заправить в иголочку и вывести куда-нибудь в бок и обрезать. Свяжем ушки. Берем черную ниточку, делаем кольцо амигуруми, закрепляем. В колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Закрепляем колечко. В первую петлю провязываем 1 столбик, в следующую петлю 2 столбик, а в следующую петлю прибавка 2 столбика. 1, сюда же 2. Затем опять в следующую петлю 1 столбик, в следующую 1 столбик и в следующую прибавка 2 столбика. 1, сюда же 2. У нас получилось 8 столбиков. Колечко затянули. Вот эту покороче можно обрезать. И провязываем один ряд, третий ряд это получается у нас, без изменений 8 столбиков по кругу. Провязали 8 столбиков. В следующую петлю делаем соединительный столбик. И ниточку отрезаем, оставив кончик для пришивания. Вытягиваем. Все. Вот такое вот ушко. Нужно связать еще одно точно такое же ушко. Теперь пришьем ушки. Отсчитываем от ряда, где мы пришивали глазки, вот этот ряд, 2 ряда. 1, 2 вверх. Затем отмечаем, где у нас вот серединка, столбик, и примерно отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков и ставим в следующий маркер, иголочку. И здесь тоже вот середины 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в следующий ставим иголочку. И вверх на 3 ряда будем пришивать. Вот так смотрите, чтобы у вас ровненько было, одинаково. Берем ушко. И со следующей петелькой, потому что мы будем пришивать одну сторону сюда и вторую назад на ряд вперед, чтобы одинаково здесь было. Рядом с иголочкой вставляем, захватываем одну петельку на голове и одну петельку вот так вот поддеваем на ушки. Подтягиваем. Опять одну петельку на голове
одну на ушке. Третью. Затем в бок переходим на один ряд, вот так, на одну петельку. Опять ушко. И вниз, рядом, по, вот где мы сейчас вот здесь пришивали, и как раз на одну петельку вниз, в бок. Так. Есть. Затем 7-я как раз будет вот туда, где мы ставили маркер. И 8-я соединяю в начало, так, где мы шили. 8-ю петельку подхватываем. Все. Распределяем. Вот так вот. Ниточку закрепляем, узелок здесь делаем и прячем внутри вязания. Второе ушко пришиваем аналогично. Все, ушки пришиты. Осталось связать ему шарфик. Берем цвет свитерка, который мы вязали. Набираем цепочку из воздушных петель длиной примерно 18 сантиметров. Просто набираем воздушные петельки. Можно не считать, просто длину посмотреть. Все, вот я набрала цепочку, и теперь делаем накид и в 4-ю петлю от крючка начинаем провязывать столбики с одним накидом. И так весь ряд. Все. Вяжем до конца ряда столбики с одним накидом. Все, довязали до конца ряда. Делаем закрепительную петельку. Ниточку обрезаем. И вот эти 2 ниточки прячем с обратной стороны вязания. Так, еще я чуть не забыла, что надо вышить бровки, потом уже прикрепим шарфик. Так, вводим иголочку где-нибудь сзади, а выводим, вот где мы ушко пришивали, на один ряд, вот здесь вот выше. Так. Теперь на один ряд выше и чуть-чуть в бок, вот так вот. Потом смотрим, чтобы было симметрично с этой стороны. И чуть дальше, вот так вот, да? Вводим. И сюда на ряд ниже в бок. А выводим в то же отверстие, в которое вводили иголочку. Вот так вот. Все. Здесь ниточки связываем и прячем внутри вязания. Так, теперь берем шарфик. Вот так вот одним концом прокладываем. И второй конец вот сюда вот наперед.
Потом берем какую-нибудь декоративную пуговку. И вот эти два кончика сшиваем этой пуговкой. Закрепляем вот так вот. Все, на этом вязание нашей игрушечки окончено. Вот я пришила пуговку, соединила шарфик, прикрепила такую подвесочку. Можно прикрепить на сумочку, там еще куда-то. Вот, ростом получился он 11 сантиметров, маленький такой. Спасибо огромное всем, кто вязал вместе со мной. Буду ждать фото ваших игрушечек, кто захочет связать такую панту. Всем ровных петелек. Пока-пока.